Всем привет из магазина Loud Sound. Сегодня долгожданная сборка аудиосистемы. Вы очень часто пишете нам: соберите аудиосистему за, и дальше все ограничивается только вашей фантазией. Пишут и за 100 тысяч, и за 300 тысяч. Но мы сегодня будем собирать актуальную аудиосистему за 30 тысяч рублей. И не просто ее соберем, а установим сразу же ее в нашу семерку. Необычный обзор. Мы не только собираем аудиосистему, но и устанавливаем ее, подключаем и даже послушаем вместе с вами, как это играет. Основные бренды у нас сегодня будут использоваться: Pioneer, SWAT, Alphard. В эти 30 тысяч будет включен короб под сабвуфер, дверные подиумы. Система будет двухполосная плюс саб и еще плюс овалы в полку. Очень часто люди пишут: вы не посчитали там работу, вы не посчитали шумку. Сегодня наша аудиосистема ориентирована на тех людей, которые хотят купить все под ключ. Мы сегодня учтем все и установить это самостоятельно. Устанавливать будут очень опытные установщики, посадочники. Если они где-то накосячат или мы где-то накосячим, пишите ваши комментарии, мы постараемся в ближайших выпусках про семерку это исправить. Я напомню, семерка — это у нас такой проект будет экспериментальный, развлекательный и обучающий. Мы будем показывать, как установить автозвук, экспериментировать над семеркой, ну и, конечно, постараемся элемент шоу, элемент фана в это внести. Я чуть в бэху не въебался. Я обещал, да, мы должны сделать полицейский разворот двойной, а Тёма будет стрелять в окно из чего там мы еще не можем найти. По полицейской машине. Это будет последний обзор, походу. Я не знаю, в этом ли обзоре это будет или нет. Нам нужно там поменять резину, починить ручник и найти, собственно, из чего стрелять. Но то, что я вам сегодня могу обещать, наверняка, это аудиосистему мы подберем, расскажем про нее. Часа полтора справимся? Да, полтора часа. Полтора часа мы подберем аудиосистему и установим их. Мы читим, если честно, немножко. Посадочники там уже прокидывают провода. Но на самом деле аудиосистема, которую мы собираем сегодня, будет отличаться от простотой. Опять я записался. Давайте начинать с... Собирать мы будем здесь раскладывать. Вот здесь уютненько у нас новый стенд здесь, новые витрины. Кто обратил внимание, напишите в комментарии, лучше ли стало. И, конечно, лучше стало. Что вы там напишите, что стало хуже? У нас эти витрины бедные уже, я не знаю. Я их бэушные купил на какой-то заправке в 2013 году. Кстати, у нас скоро день рождения магазина, 7 мая. Головное устройство, с чего, собственно, начнем. Недавно было у нас на обзоре обновленных линеек Pioneer. Это 190 UI. Отличает его то, что у него есть две пары межблочных выходов. Он поддерживает iPhone, но у него нет Bluetooth. В принципе, это головное устройство в этом бюджете одно из самых лучших, я считаю, сейчас. И доступное, и достаточно функциональное, и простое в установке и в настройке. Стоит этот магнитофон, рекомендованная его розница 4400. При покупке вот всех этих вещей из этого комплекта у нас будет действовать скидка. И кроме того, у нас будет подарок, я вам чуть позже его покажу. Есть выход на сабвуфер, мы сможем регулировать сабвуфер отдельно. И выход в широкую полосу, с которой мы можем сделать все что угодно. Давайте посмотрим, что внутри. Наконец-таки они перестали кусок пластика класть, чехол для панельки. Теперь это вот такой мешочек, который можно использовать не только для панельки. Я уверен, его будут использовать вообще не для панельки, потому что панельку давно уже никто не носит. Шнур, ключи и магнитола. Ничего нет в комплекте у нас больше, ни микрофонов, ни джойстиков, ни пультов. Ну, инструкция с гарантией. Магнитола у нас выглядит вот таким образом. Это обрубыш, у нее нет транспорта. Компакт-диск вы, конечно же, с нее не послушаете. Очень приятный дизайн для бюджетной магнитолы. И вот мы здесь видим две пары RCA выходов. Это супер для этой цены. Спереди есть у нас вход под AUX и под USB. Это очень удобно на фронтальной панели. Практически все сейчас это делают. Также мы видим вот здесь вот надпись флаг. Магнитола очень бюджетная, однако при этом она поддерживает флаг формат. Сможете слушать практически ничем не отличающиеся от CD качество. Далее динамики. Собственно, на этом можно аудиосистему уже закончить, она уже заиграет. Если у вас есть магнитола, вы подключили к ней плюс-минус, подключили динамики, вы уже можете слушать звук. Мы решили собрать двухполоску, не компонентную сразу поставить готовую, а набрать из компонентов отдельно. В роли мидбаса мы выбрали SWAT SP Pro 65. Вы уже, наверное, пишете комментарий, что это SC динамик. Мы не будем в полную мощность его использовать. Вы можете срезать его ниже, и он будет воспроизводить мидбас довольно неплохо. Эти воспроизводят очень неплохо мидбас.
есть ход у динамиков, то есть их можно использовать как средний частотник, для чего они, собственно, предназначены. А можно установить их на мидбас. Стоят они всего 1970 за пару. В нашу аудиосистему сегодня подходит такая цена идеально. И единственное, их нужно дополнить твитерами. Давайте вначале мы на них посмотрим, а потом покажем, какие твитеры мы выбрали. Заявка у них очень смелая, 150 ватт номинал. Да, чувствительность 92 децибела. Всю мощность мы вытаскивать с них не будем, это нам позволит вытащить с них больше баса. Сейчас более подробно объясню, как это работает. Это вызывает всегда очень много вопросов у людей. Итак, очень добротно собранный, плотный динамик. Ход у него в принципе нормальный, для мидбаса хватает, хотя это, конечно же, изначально предназначено под среднечастотник. Смотрите, в чем суть. Когда вы хотите вытащить с динамика и мидбас, и середину, на какой-то громкости вы упретесь в клип, он начнет хрипеть. И у вас всего два пути. Либо обрезать его сверху, то есть снимать с него средние частоты, уходить вниз, чтобы он нормально воспроизводил низ. Либо наоборот, подрезать снизу, убирать с него басы. Таким образом вы можете больше мощности влить в середину, и он будет воспроизводить больше середину. Сложность с 16-сантиметровыми динамиками всегда в чем? С них очень сложно вытащить мидбас. Но в этой аудиосистеме, она у нас сегодня начального уровня, можно так сказать. Мы используем именно 16 сантиметров. Дальше мы будем апгрейдиться на 20 плюс 16 и так далее. Что нужно сделать, чтобы 16 воспроизводила и мидбас, и середину? Все очень просто. Надо сделать потише. Вот как бы это не звучало банально, а если вы хотите, чтобы динамик у вас воспроизводил максимальное количество частот, вы должны понижать мощность. Если мы захотим сделать очень громко, мы сможем фильтром HPF подрезать его снизу на 100, 150, 200 Гц и так далее. У нас вырастет максимальная громкость без искажений, но пропадет мидбас, который в принципе многие пытаются догнать сабвуферами. Это не совсем правильно, но и это иногда получается. У нас будет использован сегодня только мидбас плюс твитер, и твитеры мы выбрали им в помощь неодимовый, также SWAT SP Pro 4N. Они стоят дороже, чем эти динамики, за счет того, что это неодимовые твитеры. Очень приятно играют, и при этом они очень малого размера. Давай вот здесь. Размер у них действительно очень смешной, их очень легко установить. Есть аналоги, да, у нас есть такой же Dynamic State, это 7.1, да, есть Machete, да, или Аватар. Аватар. Это все однотипные динамики, мы выбрали сегодня SWAT, ну, чтобы комплект не разбивать, чтобы у нас красиво вот так вот получилось. Подключены у нас эти динамики будут от одного канала, от одной полосы, то есть у нас будет от усилителя приходить сюда плюс-минус, и отсюда же будет идти на твиттер через кондиционер. Кондиционер. Я дошутился, я теперь всегда кондиционер говорю. Через конденсатор. Конденсатор я рекомендую использовать на 2,2 микрофарада. Конечно, правильно процессорный магнитофон поставить, пищалки запустить от своей полосы и порезать их правильно на 5, 6, 7, 8 кГц снизу. Чем ниже срез, тем меньше мощности вы можете подать на пищалку. Также по аналогии с мидами. Например, если вы порезали ее на 8 кГц, она будет играть самый верх, и вы можете влить ей много мощности. Если вы режете ее на 5, она уже будет захватывать среднечастотный диапазон, и из-за этого, конечно, больше риска ее вывести из строя, больше искажений будет, скорее всего, будет перегрузка, клип. Поэтому здесь нужно всегда подбирать соотношение между громкостью и качеством, ну и безопасностью, чтобы динамик не сгорел. Режет конденсатор очень плохо, порядка 3 кГц отрезает, то есть у нас будет очень много середины лететь на эти твиттеры, и максимальную мощность мы с них вытащить не можем. Но опять же, у нас аудиосистема начального уровня. Посмотрим, что мы сможем сделать с конденсатором. Стоят они 2120 рублей, и это дороже, чем даже динамики. Вы спросите, почему они такие маленькие, там запчастей нет. Здесь используется неодимовый магнит, что позволяет улучшить чувствительность, громкость, качество звучания, при этом уменьшив размер самого твиттера. Очень удобные в монтаже, очень громко и неплохо играют. В общем, маленькие, громкие, качественные твиттеры. Но не все так просто, так как у нас классика, в классике должна быть задняя полка, а в задней полке должны быть овалы. Они же блины, они же красавчики. В Дагестане, да, их красавчики называют или где? Дагестанцы, напишите, как вы называете и почему это красавчики. Потому что красивые или что, может это что-то означает, я не знаю. Красавчики есть же есть, спрашивают частенько. Вот, магнит пусть вас не смущает. Под усилитель, наверное, их будет маловато. Мы их будем запитывать сегодня от головного устройства напрямую. То есть от усилителя у нас будет играть фронт и сабвуфер. А тыл мы, соответственно, добавим,
чтобы не пропадали каналы внутреннего усиления с магнитофона. Обратите внимание на надпись на коробке. Вот овалы — это какая-то заколдованная вещь. Мне кажется, что каждый производитель, который делает овалы, обязан написать какие-то нереальные ваты на коробке. Это еще нормально, пишут и 1280. У Sony, да, было, по-моему, там 1300 ватт, да? Ну, это даже больше, чем на эстрадном профессиональном динамике. Да. Вот, никогда не смотрите на эту цифру. Эта цифра, это бред. Вот, реально в таком динамике, ну сколько здесь, Тёма? 40-50? Ну да, на надписи на коробке, пожалуйста, никогда не обращайте внимания. Только на профэстрадной акустике, да, если вы там 18 Sound, BNC, BM покупаете, кто у нас, ну, сейчас производители новые, Альфард, Прайд, они в принципе честные заявки пишут. У Альфарда тоже на овалах, да, нормально написано. Если овал, то да, то минимум полкиловатта в каждом динамике. Стоят эти динамики 2090, 2100 рублей они стоят. И нам это сегодня по бюджету очень даже подходит. Не хватает нам 4-канального усилителя. Тоже сват. Нас обвинят, да, что мы рекламируем сват? Мы сват не рекламируем. У нас просто его до жопы в магазине. Очень много свата. Ну, действительно, из бюджетной акустики, из бюджетных усилителей сейчас очень неплохо. За рекламу нам, к сожалению, пока никто не платил, но пообщайся, Артем. Мы сегодня неплохую сделали рекламу, скрытую. Кепка, она будет подарена тому, кто купит комплект. Что купим, продадим? 4-канальник и меды и пищи. Да? Получаете вот такую кепку. Те, кто купит у нас такой комплект сегодня, усилитель, меды и твиттеры, мы вам еще и кепку подарим. Усилитель давайте посмотрим, он очень странный. Он очень недорогой, стоит всего 4300 рублей. Сейчас я объясню, почему он странный. Тут не видим ничего необычного. Обычные недорогие терминалы. Я пытался сказать дешевые, но недорогие, бюджетные, да. Недорогие или бюджетные, это более политкорректно. Вот в чем странность. У нас здесь 2 канала RR зад и 2 канала фронт перед. Фильтры назад у нас работают только либо вся полоса, либо LPF. То есть вы можете подрезать, например, сабвуфер сверху, убрать в верхние частоты. С множителем он работает, то есть вы можете порезать, например, на 5 кГц, на 3. Если честно, не знаю, зачем это может понадобиться. Середину сверху подрезать возможно. Но не часто это используется на среднечастотниках, а вот на сабвуфер самое то будет. LPF на сабвуфере нужен. На фронте же у нас LPF нет, есть только HPF. Либо, опять же, полная полоса. То есть усилитель рассчитан как раз вот под аудиосистему, которую мы сегодня и собираем. У нас фронт нам нужно будет порезать снизу, ну, возможно, добавить, если нам не хватит с магнитофона. САП нам надо будет порезать сверху. Подключаться мы будем следующим образом. Фронт у нас будет подключено 2 мидбаса сюда, а от мидбасов уже пойдет на пищалке провод. А сабвуфер мы используем минус и плюс крайние. Вот видите, здесь даже подписано бридж. Это мостовое подключение. А минус одного канала, плюс от другого канала. И таким образом эти 2 канала будут работать в паре и отдавать мощность практически в 2 раза большую, чем каждый канал по отдельности. По заявке у нас должно быть 200 Вт в каждый мост. Я бы не рекомендовал подключать усилители такого размера 2 мостами, хотя вы можете попробовать. Возможно, на двери, да, на фронт. В принципе, 2 моста вы можете вытащить. Не будет, конечно же, речи тогда ни о каком качестве. Да, лучше в 4 Ома 2 моста. Мы сегодня будем использовать один мост в 2 Ома. Соответственно, при заявке 200 Вт в 4, в 2 мы должны получить больше. Нам этого хватит на сабвуфер, который мы сегодня выбрали. Но я не уверен, что этот усилитель будет нормально работать. Мы это сегодня вместе с вами проверим. Пока хейтеры не начали нас обвинять в том, что мы перестали пиарить Альфард, на сабвуфер мы выбрали Альфард Machete MS12 D4. D4 обозначает, что у него 2 катушки по 4 Ома. Кстати, многие спрашивают, что обозначает D. D обозначает дуал, двойная катушка, 2 катушки. А дальше идет сюда цифра, номинал сопротивления стартового на катушке. Вариант подключения такого сабвуфера либо 8 Ом, либо в 2. Мы не дебилы, поэтому 8 Ом мы не будем его подключать. Я не знаю, потянет этот усилитель, этот саб в 2 Ома или нет. Мы сегодня вместе с вами это выясним. Стоимость этого сабвуфера 4000, и нам под него понадобится еще короб. Мы его сегодня сделали, он с щелью. Щелевой фазоинвертор у нас стоит. Затроллят, скажут правильно, фазоинвертор.
Пишите, как правильно, я не знаю. Короб стоит 1700, говорить про него особо нечего. Настройка у него 37 Гц. В аудиосистему он у нас сегодня, конечно же, включен. Также у нас включены подиумы за 2300, да, они стоят? 2300, вот такой вот подиум. У нас сразу здесь сделано место под 16 динамик и под твиттер. Он не пробит еще. Ленятся, наверное, да? Типа сами прокалывайте. Подиум у нас сделан под классику, и он даже имеет карман. Многофункциональный подиум всего за 2300, да? Подиум это не простой типовой с авторынка там за 1000 рублей. Можно заказать точно такой же там из пены за штуку. Но это у нас здесь фанера, у нас здесь шпаклевка, очень качественно, добротно собранный подиум. И, собственно, все. Вот она вся аудиосистема. Единственное, нам осталось мелочевку и провода. Мы также включили в стоимость 30 тысяч рублей 32 листа шумов М3. Это виброизоляция, она потребуется вам на двери и на багажник. Шумоизоляция опциональна по желанию, но вибру я вам очень рекомендую, потому что при установке такой акустики, которая будет играть через усилитель и тем более сабвуфера, у нас появится очень много резонансов, и желательно проклеивать пластик, проклеивать какие-то поверхности, которые могут друг об друга тереться, биться и издавать какой-то звук. Минимум, что вы можете сделать, и это настоятельно рекомендую, это сделать утяжеление этих деталей, то есть виброизоляцию. Дальше по желанию шумоизоляции вы отсечете звук с улицы. Есть материалы специальные, там вот типа Комфорт 6 в деталях, там прям полоски отрывные продаются специально, чтобы там между обшивкой и дверью прокладывать. Мы это сегодня не включили, это как бы опционально, но вот обязательную вещь, виброизоляцию, 32 листа, которая хватит на 2 двери и багажник, мы в принципе включили. Также мы включили кабель 25 квадратов PV3 обычный, он у нас до сих пор называется Loud Sound Power Cable. Я его когда-то давно так назвал, он до сих пор так называется. Это обычный промышленный PV3 кабель, чистая медь, тугая такая, достаточно жесткая изоляция, не очень удобный в монтаже, но супер дешевый кабель и по проводимости это чистая медь. Два наконечника мы включили, также мы включили Audionova колбу с предом Mini NL, сразу она идет уже в комплекте, стоит она 300 рублей, сразу комплект. Межблочники мы выбрали две пары мачете, нам хватит 2 каналов, то есть нам нужно запитать фронт и сабвуфер. Мачете SC14, суммарно 2 пары получилось 780 рублей. В принципе, это вся аудиосистема у нас получилась 30 тысяч 47 рублей 50 копеек. Ну, 47 рублей 50 копеек мы убрали, чтобы у нас красивая цифра 30 тысяч получилась. При заказе всего этого комплекта целиком, кроме кепки, вы также получите скидку. Какую скидку, уточняйте ВКонтакте, напишите vk.com/loud2012, вот здесь адрес ВКонтакте. Уточняйте, при заказе всего комплекта будет скидка хорошая, плюс получить подарок кепку и плюс от нас, конечно же, пахучки, наклейки, ароматизаторы, кружки и так далее. Все условия у нас на сайте обозначены, за что, какой подарок вы получаете. Также у нас есть компенсация от доставки. Короче, мы решили это все подобрать и сразу установить, но посадочники, они ребята резвые, и пока мы снимали, они уже что-то там сделали. Сейчас мы посмотрим, что. Сейчас мы врасплох заставим. А что ты делаешь? А? А что, не помещается, что ли? Вот он трешак пошел уже. Нормально нельзя было, да, сделать? Ну это семерка, это классика, это антиавтозвук. О, Дима, ты что, починил? Оно не скрипит теперь? Сигнал вообще нахуй отключу. А ты помнишь, обещал сделать, чтобы он бибикал? А он не бибикает. Сделаю. А когда? Зато не скрипит, да, теперь? Да. Он меня просто заклинил, когда я ехал, и всем сигналил. Что, поместилось? Да. Короче, мы поблатовали зря, Тёма. Не поставим за 1,5 часа. Скажи, почему вы не собрались сегодня? А? Рукожопы? Он сам признался. Я хотел как-то нивелировать и сказать, что сейчас стемнеет. Короче, сегодня мы ничего не соберем. У нас сегодня была сборка аудиосистемы. Во второй части мы все это установим, включим, послушаем и, конечно же, попробуем, как семерка дрифтует с новыми сзади барабанными тормозами, с новенькими колодками. И ручник, да, они должны натянуть вроде? Натянули? И что, он работает уже? А зачем тогда его натянули?
По комплекту заказывайте на loudsound.ru. У нас, конечно же, не только эта сборка, ее можно варьировать, есть много других сборок. Пишите ВКонтакте, vk.com/loud2012, подберем вам аудиосистему. По этой все в силе, подарки, призы, кепка, скидки, все будет. Также вы можете подобрать аудиосистему на любой ваш бюджет, на 100 тысяч, на 200, на 500, ограничений нет. Подписывайтесь, обязательно рассказывайте вашим друзьям, делитесь, вешайте себе на стену видео. Это лучшая благодарность для нас. Мы вот стараемся не только для нас хорошо делаем, так получается, что делаем хорошо для других магазинов, для пользователей. От вас лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео, поставите палец вверх, ну и, конечно, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели улучшить, что вам не понравилось, что понравилось. Любое мнение очень важно для нас, только не надо там быдлить, потому что такие у нас сразу отправляются в бан. Это был Loud, всем пока, живите громко. Тёма, что за хуйню ты слушаешь? У тебя номер дребич. Посмотри, ты даже майку, да, специально одел? Да? Кто вам еще покажет, что будет, если в семерку загрузить 14-киловаттник и стрельнуть с родного питания в 12-дюймовый? Сейчас кто-то сгорит. Нам, походу, надо валить отсюда, пока нас не сожрали. Посмотри, там собак сколько. Слышь, ну это стыдоба какая-то. Я даже не уверен, что это можно выкладывать. Отражение, слышь, от стены как круто? Слышь, ну она хрипит, даже до сюда слышно. Короче, мы готовы к замеру. Тарамс 14К2 и Мачете МС. Может, все-таки попробовать тут дрифтануть? Ну тут вообще наждачка. Давай лучше разогнаться и Ты вон на те прыгнуть. Ты думаешь? Я думаю, да. Они собирали Хаммер, семерку. Ну, ты сюда пришел говорить. Чтобы не пропадали каналы внутреннего усиления с магнитофона. Я нормально сказал внутреннего усиления? Как-то по-уебищному прозвучало. Каналы внутреннего усиления. Каналы встроенного усиления. Чтобы не по... Похуй, ладно, пусть так будет.